Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу рассказать новичкам про программирование, что это такое, какие есть языки в зависимости от сферы применения, а также какой язык лучше выбрать для новичков. Меня зовут Тимур, я программист с 2010 года. В основном в последнее время я работаю на бэкэнде для мобильных устройств, а также сайтов. Но за последние 20 лет я успел поработать с множеством основных языков программирования. Так, начнем. Программирование сложно переоценить в современное время. Практически все устройства, электроники, автомобили и так далее сейчас требуют программирования. Пожалуй, только электрочайник и утюг не нуждаются в программировании. Остальные устройства, такие как стиральные машины, микроволновки, автомобили, особенно электромобили, а также мобильные телефоны и тем более компьютеры, требуют программирования. Рассмотрим программирование на примере такого бытового устройства, как кондиционер. Казалось бы, наиболее далекая вещь от программирования. Допустим, мы установили на кондиционере температуру 21 градус. У кондиционера есть два основных детали, так называемых. Это некий термометр, то есть датчик температуры, который меряет текущее состояние температуры в комнате. А также есть некий блок управления с программой, которая задает режим работы кондиционера. И, допустим, мы установили температуру 21 градус, и термометр показывает температуру 18. В данном случае блок управления решает, что нужно включить обогрев. И, соответственно, комната нагревается, пока температура не достигнет 21 градуса. В случае же, если термометр показывает 25 градусов, то блок управления решает, что необходимо охлаждать, и комната охлаждается, пока, опять же, температура не станет 21 градус. Это пример логики типичной программы для кондиционера. То есть, допустим, пока кондиционер активен и у него установлена температура, измеряется текущая температура, и в зависимости от того, температура меньше установленной, больше нее либо равна, мы охлаждаем либо греем комнату. Если температура равна необходимой, то ничего не делаем. Замеры повторяем, к примеру, раз в 5 минут. Это не настоящий пример, как работает кондиционер, но это, можно сказать, условная схема, как это можно реализовать, если бы мы решили сделать кондиционер своими руками. Далее тут представлена типичная схема любого компьютера. Притом под компьютером я имею в виду не обязательно компьютер, который стоит на столе, ноутбук и так далее, а любое устройство, для которого требуется программирование. Это в том числе телефон, автомобиль. То есть в автомобиле у большинства моделей сейчас есть современный бортовой компьютер, а также множество электроники, которая требует программирования. Так же, как я уже описывал, та же микроволновка и стиральная машина требуют программирования. То есть эта схема для них тоже актуальна. Любое устройство, которое требует программирования, состоит из основных деталей, таких как устройство ввода. Это те устройства, которые вводят информацию в компьютер. Например, это может быть клавиатура, мышь, микрофон, камера, а также различные датчики, например, температуры, влажности и так далее. Процессор – это то устройство, которое исполняет команды. Притом команды процессор берет из памяти. В память загружается весь алгоритм, например, как мы до этого описывали, алгоритм работы кондиционера. И в зависимости от команд, описанных в памяти, процессор одну за одной выполняет эти команды в нужном порядке действий. И если, например, какая-то команда требует вывода, то процессор отправляет данные на устройство вывода. Это может быть различные устройства, которые
отдают эту информацию во внешнюю среду. В том числе это может быть монитор, колонки, наушники, принтер, некий, например, электродвигатель, если это, ну, в том числе электромобиль, который активирует электродвигатель, например, по нажатию на педаль газа, например, в Тесле. Также обогреватель, охладитель в кондиционере и так далее. То есть эта принципиальная схема актуальна для любого электронного устройства, внутри которого есть компьютер. Типичная программа для компьютера – это некий набор команд, который состоит из нулей и единиц, который позволяет указать компьютеру, какие действия выполнить. Эти команды очень удобны для компьютера, но абсолютно невозможно их писать руками. То есть первые программисты действительно выполняли все эти команды руками. Это была кропотливая, очень сложная работа, потому что надо держать в памяти, либо пользоваться постоянно справочниками, в которых указано множество этих команд. Следующим этапом в программировании стала абстракция над программой с нулями и единицами в виде языка ассемблера. Ассемблер – это такая абстракция над программным кодом, при котором определенным цифровым командам дали название. Например, как видно на экране, команда mov, которая передает данные между регистрами, памятью и так далее. То есть это не просто теперь цифра, как из нулей и единиц, это более осмысленное значение. Но в таком случае код, состоящий из таких команд, необходимо скомпилировать. То есть использовать некую промежуточную программу, которая из текста на языке ассемблера сделает программу из нулей и единиц, которую уже действительно поймет компьютер. Потому что язык ассемблера напрямую для компьютера не имеет значения. То есть он не знает, что делать. Код на языке ассемблера – это достаточно большой прогресс. Это намного улучшило написание программ и их чтение. Но это до сих пор достаточно кропотливая работа, потому что этот код, он максимально близок к языку компьютера, и, соответственно, требуется достаточно много работы, чтобы выполнить все команды, так как каждый процессор имеет ограниченный набор команд, то есть десятки их. И, соответственно, любая программа, требующая какого-либо порядка действий, потребует написания огромных программ на ассемблере. Поэтому следующим шагом стало развитие языков программирования, и таким образом появились языки высокого уровня. Такие языки, написанные также на виде текста, то есть это типичные примеры этих языков — это C либо C++, C-Sharp, Swift, Go, Rust и другие. Такие языки также требуют компилятора, притом компилятор — это такая же программа, как в случае с ассемблером, которая знает язык знает синтаксис определенного языка программирования, позволяет проанализировать эту программу, найти какие-то ошибки. И также, если все хорошо, то компилятор преобразует код программы на определенном языке в программу из нулей и единиц, которая уже понятна компьютеру. Следует учитывать, что для каждого языка программирования, для которого требуется компилятор, этот компилятор свой. То есть в наших примерах, чтобы скомпилировать эти 5 языков, то нам потребуется 5 разных компиляторов. Также есть особенность, что компилятор, который преобразует код на языке программирования в программу,
Он уникальный для каждого типа устройства. И даже для, например, ноутбука с разными операционными системами нужен разный компилятор. То есть для Windows один компилятор, для Linux другой. Для телефона на Android и iOS третий, четвертый соответственно. Это может быть неудобно, если требуется разрабатывать программу сразу на множество платформ. Для этого случая придумали языки, которые компилируются не в код конкретного компьютера, а в код некой виртуальной машины. И уже виртуальная машина выполняет этот код в зависимости от того, на какой тип устройства она установлена. Изначально это была виртуальная машина Java, но в дальнейшем появилось множество языков, которые используют эту виртуальную машину. И таким образом можно писать код на языке, например, Java либо Kotlin. Этот код компилируется в код виртуальной машины, и уже вот этот код скомпилированный можно распространять и устанавливать на различные устройства. Windows, Linux, macOS, Android, либо iOS. И при наличии программы виртуальной машины на данном устройстве, этот код будет без малейших изменений будет выполнен на соответствующем устройстве, что дает большой плюс. Следующий этап развития – это интерпретируемые языки. Это такой тип языков, также их называют скриптовыми. То есть текст программы на таком языке, он не компилируется ни в каком виде, а интерпретируется, то есть выполняется на конкретной машине строчка за строчкой. То есть каждая строка, написанная в программе, это как определенная инструкция, которая не требует дополнительного преобразования в нули и единицы. То есть есть такие примеры языков, как Python, PHP, Ruby, Bash и множество других. Теперь рассмотрим разделение языков программирования по разным сферам их применения. Есть множество разных областей, и для каждой области используется свой язык. К примеру, например, если вам интересно программировать что-то для телефонов, то стоит подумать, какая операционная система вам больше нравится. Например, если вам нравится iPhone и, соответственно, iOS, то выбор, соответственно, идет на язык программирования Swift, который является развитием и на данный момент единственным актуальным способом программирования под iOS. До этого использовался язык Objective-C. Если же вас интересует программирование на Android, то тут есть два варианта. Это Java, но на данный момент она является более устаревшей. И современный способ программирования на Android – это язык Kotlin, который можно рассматривать как некое улучшение Java, и они оба работают на виртуальной машине Java. Если же вас интересует разработка игр, то тут тоже есть свой отдельный выбор языков. И наиболее серьезные игры, то есть все известные крупные проекты, пишут свои игры на C++, как наиболее низком уровне, достаточно быстром, и который работает максимально близко к конкретному компьютеру. Также популярен C-Sharp. C-Sharp используется в движках Unity, очень популярном сейчас как для настольных игр, так и для телефонов. Поэтому, если вы начинающий программист и вас интересуют игры, то, возможно, C-Sharp является хорошим выбором. Программы для компьютеров
имеет множество разделений в зависимости от конкретной цели и операционной системы, которая вас интересует. Например, какая операционная система? Windows, Linux, macOS, либо еще другая. Также зависит, что именно вы собираетесь писать для компьютера. Например, это может быть операционная система. Если операционная система, либо, например, драйвера, то выбор, скорее всего, будет на язык C и, возможно, Rust. Наиболее низкоуровневые языки. Если вы хотите писать какие-то большие программы, то, скорее всего, наиболее подходящий вариант это C++ либо Java. Потом Java, как я уже говорил ранее, дает плюс в том, что код, написанный один раз, можно будет скомпилировать и выполнить на разных платформах. То есть для Windows, Linux и macOS не надо писать какой-то специфический код, который будет учитывать особенности каждой платформы. Например, для C++ именно в самом коде программы надо учитывать какие-то особенности платформ, то есть для кого вы пишете. Также небольшие утилиты и программки могут быть написаны на Go. Если вас интересует разработка сайтов, притом именно их в первую очередь визуальная составляющая, то есть некие визуальные эффекты, какие-то переходы и оформление сайтов в браузере, то есть единственным практически естественным выбором является JavaScript, а также модификации JavaScript наподобие TypeScript. Для разработки бэкэнда сайтов, то есть основной логики, как этот сайт хранит и обрабатывает информацию от пользователя, либо происходит общение между различными пользователями на разных клиентах, то для этих целей есть различные как скриптовые, так и компилируемые языки. Наиболее используемые это Python, PHP, и в меньшей степени Ruby, Go и Java. Java в первую очередь используется для крупных компаний, таких как большие банки, финансовые учреждения, а также для управления промышленными объектами. Также я отдельно выделил такое направление программирования, как машинное обучение, обработка данных и различные научные вычисления. В большинстве случаев для этих целей используется Python как язык с наиболее простым интерфейсом, очень мощной библиотекой, а также интеграцией с различными научными и другими математическими пакетами, что позволяет очень эффективно работать с данными, графикой, э, заниматься различными видами машинного обучения, а также Python позволяет очень быстро получать различные прототипы новых проектов. То есть, например, если у вас есть какая-то идея и необходимо ее быстренько опробовать, может быть, запустить и посмотреть в работе в краткие сроки, то Python является идеальным решением. И уже после того, как вы поняли, работает ли или нет, то есть, например, вы запустили некий проект того же машинного обучения, и Python показал свои хорошие результаты, то для дальнейшего развития можно уже переписать текущую логику на более быстродействующем языке, например, на том же C++, либо Java. Итого в итоге для начинающих программистов я бы рекомендовал остановить свой выбор на языке Python, так как он наиболее простой в изучении, очень лаконичный, логичный, а также является языком широкого применения. Соответственно, вы можете начать
изучать язык в том направлении, которое вам наиболее интересно. Например, это может быть разработка сайта, либо приложение на компьютер, в том числе простенькие игры, либо машинное обучение, что является очень популярным направлением в настоящее время. В дальнейшем я расскажу более подробно о питоне, о сферах его применения, базовом синтаксисе и как с его помощью решать различные задачи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.